Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я расскажу, как сделать влагозащитную переноску для улицы. Нам понадобится провод двухжильный сечением 1,5 и 2 разъема, розетка и вилка. Розетка для переноски имеет такую крышку резиновую. Она выполнена из резины, не проводит ток и влагу. И здесь также есть отверстие, которое можно подрезать в зависимости от необходимого провода. Теперь разберем эту розетку и проверим, что внутри. Откручиваем один шуруп боковой. И вынимаем сердцевину наружу. Все сделано довольно плотно, хорошо и удобно. Откручиваем фиксатор изоляции провода. И откручиваем болты крепления проводов, которые тоже находятся здесь. Не полностью, а чуть-чуть. Вот уже отверстия готовы для того, чтобы ставить сюда контакты провода. Теперь с провода снимаем наружную изоляцию примерно на 3 сантиметра, а также внутреннюю по сантиметру. Этого хватит. Здесь, как всегда, два провода. Один синий, другой коричневый, для того, чтобы различать, где фаза, где ноль. Обрезаем лишнюю изоляцию провода. Прикладываем к розетке провод и проверяем, сколько нам нужна длина для того, чтобы подключиться. Это даже много, поэтому еще можно по 1,5 сантиметра обрезать. Зачищаем провода от изоляции. И скручиваем жилы, чтобы они не растрепались. Теперь необходимо одеть корпус розетки на провод и проверить, чтобы было все герметично. Очень плотно все заходит. И здесь подтекания воды не будет. Теперь заводим сюда провод в каждый разъем отдельно. Они имеют одну длину, поэтому это очень удобно. И закручиваем поджимные болты. И зажимаем шурупы фиксации наружной изоляции провода. Вот розетка подключена к проводу. Теперь осталось закрыть этот разъем влагозащитным корпусом, чтобы не протекала вода. Здесь есть отверстие. Оно должно совпадать строго с этим отверстием на корпусе. Проворачиваем и одеваем. Вот один разъем готов. Все плотно и герметично. Теперь со второй стороны подключим вилку. Для этого также откручиваем боковой шуруп. И вынимаем сердцевину вилки. Надеваем корпус сердцевины сразу на провод, чтобы не забыть. Тоже заходит очень плотно, все хорошо. И зачищаем изоляцию наружную и внутреннюю проводов, для того, чтобы подключить разъемы вилки.
На корпусе вилки есть даже разъем для заземления, но я его подключать не буду, потому что у меня третьего провода нет. Подключаем провода к двум контактам вилки до упора и зажимаем. Затягиваем фиксатор наружной изоляции. Осталось надеть корпус влагозащитной вилки. Стараемся, чтобы скобы заземления попадали в свои выемки на корпусе вилки. И фиксируем корпус шурупом. Теперь оба разъема можно герметично подключить один к другому на улице. Минимальный зазор между розеткой и вилкой обеспечит максимальную влагозащиту этого контакта. Я буду пользоваться этой переноской на улице и не буду бояться, что сюда попадет влага и будет короткое замыкание. Вы были на канале Дело мастера боится, смотрели видео о том, как сделать влагозащитную переноску для улицы. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.